Девочки, всем привет! Вы на канале Амигуруми Лайф, это канал о вязании. Сегодня третий день недели стартов, а это значит, что нас ждет с вами новый процесс, новая игрушка и море положительных эмоций. Моя крысиная команда вместе со мной уже готова, так что вперед, можно начинать. Для сегодняшней игрушки я подготовила 3 основных цвета, которые будут использоваться. И это вот такая вот цветовая палитра. Вы ничего странного не замечаете? А что это такое? Неужто ли в третьей игрушке будет ярко-розовый цвет? Ой-ой-ой, что это такое? Мне кажется, что я очень люблю розовый цвет. На самом деле нет. Мой любимый цвет ярко-желтый. Но в этой игрушке, да, будет преобладать именно такая цветовая гамма. Может быть, у меня такое ванильно-розовое настроение последнюю неделю, что я выбираю именно такие игрушки. Но поверьте, вот этот ярко-розовый цвет, он во всех 3 игрушках смотрится по-разному. Вот как может цвет играть на определенной игрушке. Но, конечно, все остальные игрушки, готовые, не готовые, вы увидите уже в воскресенье, когда я вам покажу итоги недели стартов. Ну а сегодня я буду начинать новую игрушку. Как вы считаете, кто это будет? Не буду долго вас томить и расскажу, что же это будет за игрушка. И я решила вязать единорога. У меня есть мастер-класс на единорожку из мультфильма «Гадкий я». Эту игрушку я очень давно не вязала. По ней у меня даже есть мастер-класс на канале, поэтому если вы вдруг не видели, то обязательно переходите и вяжите вместе со мной. Но я решила повязать именно этого единорога, потому что как-то несказанно несправедливо она была забыта у меня, и я уже очень давно ее не вязала. Но, кстати, на этого единорога есть мастер-класс на канале, поэтому вы можете перейти по плейлисту мастер-классы и вязать вместе со мной, если вдруг захотите. Единорог очень веселый, смешной и, конечно же, продается постоянно на ярмарках, поэтому я и решила, собственно говоря, его заново связать. Самое главное, что мастер-класс достаточно легкий и никаких тяжелых усилий не потребуется, чтобы создать эту игрушку. Поэтому давайте долго тянуть время не будем и вперед, поехали вязать. Так, девочки, ну что же, время у меня 20 минут 10. Весь день прошел. Я же, в свою очередь, практически не так много и сделала, и связала, но, наверное, все потому, что не очень хорошо себя сегодня чувствую. И вообще думала этот день пропустить и не вязать, и не снимать. Но мои подписчики в Инстаграм, они четкие, они меня заставляют работать, и когда я выложила тест «Отдыхать или работать», все практически сказали, что нужно работать. Ну а раз нужно снимать, то я, конечно, повинуюсь и перед вами уже сижу и показываю свои результаты за третий день. И, кстати, ни чуточки этого не жалею, потому что полежать, поспать, конечно, хорошо, а вот игрушка все равно не свяжется, если я буду лежать. Что же у меня получилось? Могу сразу сказать, что так как и мастер-класс этот мой, и я его достаточно много вязала раз, поэтому, соответственно, у меня никаких проблем с ним не возникает, и дела идут достаточно быстро и хорошо. У меня получились вот такие ушки, 2 маленькие детальки. Дальше у меня получилась вот такая голова. Единственное, что я вот сейчас смотрю, я вижу, что вот эта часть, она достаточно яркая. И мне кажется, что когда я вязала до этого, в прошлый раз игрушку, вот сама вот эта мордочка была намного бледнее. Скорее всего, я брала совсем другой цвет. Он у меня есть, но я почему-то сразу не догадалась взять его. Взяла вот этот, потому что по сравнению с ярко-розовым это как бы тоже считается такой более бледный. А ярко-розовым там уже таким фукси цветом, там уже будет отделка гривы, хвоста, то есть ноздри, рот будет выше, то есть такие яркие контрастные моменты. А мордочка должна быть посветлее. И вот сейчас я смотрю, глядя в камеру, что как бы не очень уж она и светлая, и не знаю, нравится мне или не нравится, но в любом случае переделывать я не буду,
уж небольшой оттенок мордочки, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Если я буду вязать еще такого единорога, то, соответственно, сделаю уже мордочку чуть посветлее. Так, и что у меня еще получилось, так это тело. Я все-таки сегодня молодец и связала достаточно много. Тело я полностью связала, и сейчас уже перешла к вязанию вот здесь вот шеи. Шея, она тут не так большая, буквально тут, ну, рядов 5-6. Я сейчас обязательно ее довяжу. Потом даже не знаю, буду продолжать вязание или нет, потому что время уже, как я вам говорю, 9:30 вечера. И я уже подустала. Хочется уже лечь, отдохнуть, почитать книжечку, потому что вязание все равно как бы утомляет. Как бы я не любила это хобби и свое творчество, но все равно я устаю, когда трачу достаточно много концентрации своего внимания и времени на вязание. Поэтому нужно делать перерывы. И вот сейчас я сижу и думаю, что если бы у меня был какой-нибудь там достаточно крупный заказ, что, к сожалению, уже не было достаточно давно, как бы это печально не было, то я понимаю, что вот вязать несколько дней подряд, вот полностью посвящая все свое свободное время вязанию, для меня уже достаточно тяжело. Я за эти 2 года расслабленного отпуска, так как ярмарок практически нет, вязать особо некуда, заказов таких тоже особо не бывает, очень редко они появляются. Я расслабилась, я перестала уметь быстро и много вязать, поэтому для меня это настоящая катастрофа. Надо как-то уже брать себя в руки и наращивать свое мастерство, потому что вот эти вот расслабления, они потом плохо влияют на вязание. Вот как видите, сегодня всего лишь 3-й день недели вязания, а я уже устала. Я уже прям с трудом сегодня вечером вяжу. Но, может быть, это складывается просто из-за моего сегодня плохого самочувствия. Посмотрим, как будет завтра день, что он нам покажет и что я буду вязать, я тоже не знаю, потому что я переменчивый человек, я могу придумать все, что угодно, напланировать, утром встать и сделать совершенно по-другому. Умею, практикую. Так, пошла я, в общем, довязывать вот эту деталь. Не знаю, будут ли у меня еще какие-то продвижения помимо этой шеи. Может быть, я попробую собрать игрушку или, может быть, еще что-то сделаю, пока еще не решила. И в конце, наверное, все-таки подключусь, покажу вам, что у меня получилось. И потом уже с вами буду прощаться до завтрашнего дня. Так, все, до нового включения. Что ж, девочки, новое включение. Хочу сказать, что из того моточка, что я вязала, у меня остался вот такой небольшой клубочек, но я думаю, что мне хватит, потому что мне осталось, по идее, связать только 4 ноги. А здесь вполне достаточно для этой ниточки, хотя я переживала, что вдруг у меня не получится это сделать. Но по поводу продвижения у меня получилось вот такое тело. Вот так оно смотрится. Шею я доделала, полностью набила, так что, в принципе, это уже готовая деталь, и можно пришивать голову. Но пока я этим заниматься не буду, потому что саму голову тоже надо до конца оформить, пришить ножки, чтобы более удобно было работать с деталью. Иначе, если я сейчас, например, пришью сюда голову, то потом вертеть игрушку вместе с головой, ну, мне, по крайней мере, так неудобно. Поэтому я полностью оформлю голову, полностью оформлю само тело, то есть сделаю хвост, ножки, и потом уже пришью голову и буду делать завершающий штрих этой игрушки, это гриву. Туловище у меня сегодня сделано, и это меня несказанно радует, потому что, в принципе, продвижение сегодня по игрушке у меня достаточно хорошее. Самое главное, что я вам хочу показать, это вот такая вот у меня получилась голова. Я ее практически оформила, мне осталось что сделать? Это связать рог, вот сюда вот на улыбку связать маленький язычок, и ушки тоже ярко таким розовым цветом
нужно будет, ну, прям прошить буквально несколько ниточек, чтобы они выделялись, более контрастные стали. И, в принципе, будет голова готова. Я уже пришила маленькие бусинки. Иногда я вместо бусинок здесь просто точечки черным вышиваю. Сегодня мне так не захотелось делать, поэтому я решила, что пришью вот такие вот малепусенькие бусинки. Ну и, соответственно, вышила ноздри и ротик. И вот такой у меня единорожка получается. Хотя, наверное, на самом деле сейчас он больше похож на корову, чем на единорога, но поверьте, потом он все равно превратится в настоящего мультяшного героя из мультика «Гадкий я». Я этот мультик не очень люблю, но персонажи мне в нем нравятся. Они такие харизматичные и легко узнаваемые. Ну и помимо того, что это просто интересная такая игрушка, это еще и единорог. А единорогов на ярмарках очень любят. Поэтому покупают с огромным удовольствием. Если я сейчас прикреплю голову, то будет это смотреться, ну вот, давайте так уберем. Как-то вот так. Вот. Вот так. Я еще, конечно, сделаю немножечко, пришью голову не чисто вот так прямо, да, чтобы она смотрелась криво, а немножечко вот так под уклоном, чтобы он все-таки, ну, как-то смотрел вниз. Ну, в общем, вот такие у меня сегодня продвижения. Осталось еще достаточно много работы, особенно больше всего времени займет оформление гривы, чтобы аккуратненько ее пришить, чтобы она красиво смотрелась. Но все равно это все будет в огромнейшее удовольствие мое, потому что эта игрушка мне нравится, и она вообще какая-то такая харизматичная и навевает, ну, какие-то такие добрые, смешные эмоции при ее вязании, что после нее мне становится хорошо. То есть вот есть такие игрушки, которые позитивные, которые вяжешь и заряжаешься от них положительными эмоциями, положительным настроением. А есть игрушки безликие, которые ты вяжешь, но у тебя никаких эмоций, никаких впечатлений не остается. Такие игрушки я не люблю. Вот безликие игрушки я стараюсь вязать как можно меньше. Ну, если, конечно, если будет какой-то заказ или еще что-то. А я хочу вязать именно те игрушки, которые заряжают положительными эмоциями, которые мне доставляют удовольствие, и после них у меня поднимается еще больше желание вязать игрушки. Новые, новые и новые. Так что вот такой у меня сегодня был третий день недели стартов. Я надеюсь, он вам понравился. Если да, то не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ну а я вас уже буду ждать в следующих видео, буквально завтра, когда буду снимать 4-й день. Ну и не забудьте, конечно, перейти ко всем девочкам. Ссылки внизу в описании. У них тоже очень много интересных видео и замечательных игрушек. Все, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.